Вкусный и хрустящий арахис является любимым лакомством людей всех возрастов. Благодаря насыщенности биоактивными веществами это очень полезный продукт. Арахис – это однолетнее растение, оно относится к семейству бобовых. Его называют орехом, а на самом деле это не так. Арахис является бобовой культурой. В обиходе его называют земляным орехом, так как созревание плода происходит в земле. Родиной земляного ореха считается Южная Америка. Существует около 70 видов данного растения, но только арахис культурный получил повсеместное распространение. Сегодня арахис – это доступный и вкусный продукт. Арахис можно употреблять в сыром, жареном, сушеном и соленом виде. Кроме того, арахис находит свое применение в кулинарии и особенно в приготовлении кондитерских изделий, печенья, пирогов, рулетов, конфет, хлебобулочных изделий. Как же правильно выбрать земляной орех? Желательно покупать арахис в больших магазинах, где постоянно обновляется ассортимент. Так вы будете уверены, что купили более свежий продукт. Сам плод должен быть чистый, сухой, без неприятного запаха и резких цветовых перепадов. Чтобы понять ценность и пользу арахиса для организма человека, следует знать его химический состав. Орех включает в себя воду, белки, жиры, углеводы, золу. Кроме того, содержит разные витамины. Сюда входят витамины группы В, витамин Е, ПП, С, холин. Не следует забывать и о наличии макроэлементов. Это калий, кальций, магний, натрий, фосфор, а также микроэлемент железа. Содержит он также пищевые волокна, насыщенные жирные кислоты, моносахариды, дисахариды, крахмал. Этот продукт отличается уникальной концентрацией большого количества веществ, без которых невозможно полноценное функционирование человека. И даже этот список не является полным перечнем всех составляющих арахиса. Энергетическая ценность 100 грамм сырых плодов составляет 550 килокалорий. Норма для взрослого человека 15-20 штук в день, для ребенка 10 штук. Лучше всего земляной орех употреблять во время завтрака, чтобы организм наполнился энергией и растратил ее в течение дня. Большинство людей могут употреблять арахис в пищу без всяких опасений, но с некоторой осторожностью. Некоторым из нас ни в коем случае нельзя не то что есть, а даже трогать арахис. А третья же группа людей может поглощать его в больших количествах и получать от этого только пользу для организма. Чтобы во всем этом разобраться, рассмотрим полезные свойства арахиса поподробнее. Итак, регулярное употребление арахиса очень полезно при депрессивных состояниях, успокаивающе действует на нервную систему при чрезмерной возбудимости, поднимает настроение. Наличие в арахисе магния способствует нормализации кровяного давления и обменных процессов, улучшает пищеварение, выводит из организма вредные вещества, улучшает мозговую деятельность, память, внимание. Арахис очень полезен при разных формах сахарного диабета, поскольку поддерживает оптимальный уровень сахара в крови. В арахисе много железа, поэтому он улучшает состав крови. Регулярное употребление суточной нормы арахиса в день повышает иммунитет и защищает организм от инфекционных заболеваний. Он также стимулирует отток желчи, облегчая состояние при желчнокаменной болезни. Арахис помогает мужчинам при лечении или предотвращении мужских заболеваний. Сюда входит потенция, аденома простаты, бесплодие. Не менее полезно регулярно употреблять ядра женщинам. С их помощью можно нормализовать репродуктивные функции, укрепить волосы и ногти. Арахис богат витамином Е, который известен своими увлажняющими и заживляющими свойствами. И, конечно же, это растение имеет и свои противопоказания. Как и любой другой продукт, арахис не всегда идеально подходит каждому человеку. Иногда он может вызвать аллергию. Употребление его в больших количествах может привести к появлению лишнего веса, поскольку калорийность у него высокая. Нельзя употреблять арахис людям, имеющим такие заболевания, как тромбоз, варикозное расширение вен, высокую свертываемость крови. О вреде арахиса нужно помнить людям, у которых есть заболевания суставов, артроз, артрит, подагра. Не рекомендуется есть арахис детям, не достигшим 3-летнего возраста. Итак, делаем выводы. Чтобы есть арахис с пользой и без ущерба организму, нужно помнить об умеренности и наличии лекарственных противопоказаний. Поэтому не пренебрегайте этим удивительным продуктом. На этом у меня все. Спасибо за просмотр. Будьте здоровы. Всем хорошего самочувствия. Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите свои комментарии.